Всем добрый день! С вами Люся с канала Люся Вышьет. И как вы видите, я тут собирала потихонечку вам всю свою вышивку за неделю. И думала, чего же не хватает мне в кадре для полного счастья. Конечно же, чьей-то пушистой жопки. Басенька, Бася. Бася решила, что ей норм, и в принципе она может снимать видео с нами. Итак, пушистые лапки нас покинули, и вы видите мою сборную солянку за эту неделю, а также законченную работу предыдущих недель. И также я делала для вас несколько вставочек, поэтому начнем. И начну я, пожалуй, с медового горшочка от Милхила. Сейчас покажу вам, как начинала его. Ура, ура, я наконец-то выбрала, с чего начать. И взяла вот этот вот бочонок с медом. Рассортировала ниточки, начала сортировать бисер, потом мне это все дело надоело. И уже вышила пару крестиков. Далее перейдем к моей старой работе от РТО. Я тоже хотела ее вам показать, но, к сожалению, я забыла ее на работе. Но я сделала там пару кадров, так что приятного просмотра. Итак, первый наборчик, с которым вы сейчас познакомитесь, это мои замечательные снегири от РТО. Вот такие они чудесные и сказочные. Цвета действительно огненные, а по краям такая легкая снежная зима. Рябина это, конечно, доводила меня просто до исступления, потому что очень много одиночных крестиков, плюс черно-белая схема, в которой я, честно вам скажу, не вижу абсолютно ничего. И сейчас я на стадии вышивания второго снегиря, и здесь еще будут деревья и веточки. И, как вы прекрасно видите, снегирь не дошит. Это специально, потому что я стараюсь вышить одну ниточку снегиря и одну ниточку какого-нибудь скучного фона, потому что здесь также будет много полукреста, и это все не очень мне нравится. Сейчас покажу вам превью. К сожалению, превью оригинального набора я не знаю, куда дела, поэтому вот распечатала для вас. Вот такая красота у меня должна получиться. Такое все солнечное, снежная, приятная. Вот, вышиваю по схеме оригинальной. Я ее разукрашиваю, как вы видите, всеми возможными цветами. Но мне это не сильно помогает. Особенно вот здесь сверху, где полукрест. Это, конечно, беда-бедуленька. И вот такие вот ниточки. Волшебные ниточки. Здесь DMC, Canva Zweigert 16 каунта. Я начинала этот наборчик уже давно, и последний раз вышивала в феврале, когда у меня начались синие коты от МП Студии. Я забыла обо всем на свете, и плюс наборчик был зимний, и я решила оставить его до зимних времен. И теперь возвращаюсь к нему, и у меня к нему вот этот магнитик, который вы видели в предыдущих видео, замечательный мишка, его зовут Тадеуш, и он у меня страж иголочки. Вот тут развлекает меня. Ах да, забыла сказать о самом главном. Вы можете меня спросить, Люся, почему мы смотрим в твою шуфлядку? Что происходит? На самом деле это моя шуфлядка на работе, и эта вышивка сейчас у меня рабочая, то есть я ее вышиваю перед работой, если приду раньше, и во время обеда. Ну и чтобы вы понимали, почему меня бесит вот здесь полукрестик. Выглядит он чудесно, но он в одну ниточку, и здесь 9 цветов. Это все, что я хотела сказать. До скорой встречи и нового включения. Ну и также покажу вам, как вышивала своего пластикового ковидеда и как мне помогала Басенька. Итак, я уселась за вышивку, рассыпала себе бисерочек, разложила схемы и пришла к нам Басюлечка, потому что нелизанный бисер использован быть не может. Вообще-то я тут вышиваю елочные игрушки. Вот такого вот дедушку-ведьмака в масочке, пока что без глаз, правда, ну, что поделать. И его плетает вот такая чудесная змейка. И вот здесь рядом будет Енефер в красном. Ну, посмотрим, что получится. Пока что в стадии разработки. Возвращаюсь в студию, хочу рассказать вам про медовый горшочек от Милхила. А вот там вот, как вы видите, Бася жестоко и сурово кричит на меня, потому что я не пускаю ее с балкона. Как же я могла оставить эту лампочку одну там? Поэтому скоро вернусь. Моя великая радость и разочарование.
Горшочек просто чудесный. И вот, как вы видите, здесь пришивается зелененький бисер. Я, как счастливый человек, в один прекрасный вечер взяла этот наборчик и взяла из органайзера бисер. И вот смотрите, у вас на камеру он хоть чуть-чуть немножко зеленый, но в жизни он мне зеленым не кажется абсолютно. Он какой-то серый, грязный, серо-бурмалиновый, какой угодно, только не зеленый. Так как я заменила основу, я взяла более темный цвет, я взяла темно-синий, а там в основе идет бежевый. Мой зеленый был абсолютно не зеленый, что меня расстроило невероятно. И я пошла за помощью к девочкам-блогерам, которые тоже вышивали этот медовый горшочек, спросить про их зеленый. И да, мне показали, что действительно цвет из набора, он такой с легкой зеленцой, но совсем не зеленый. Поэтому я нашла замену этому цвету. Это вот такой вот бисер Тоха. Он очень светлый, вот здесь, как вы прекрасно видите. Но так как он пришивается темной зеленой ниткой к темной основе, то получилось чудесно. И теперь это снова мой самый любимый горшочек, и я думаю, вы все прекрасно понимаете, что я буду делать на выходных. Также я вышивала своих синих котов. Вот мой замечательный Василий. Это у меня 4-й из серии «Синие коты». И он, как вы видите, на дизайнерской канве. Канва просто офигенная. Правда, она немножко твердая, и из-за этого ниточка перетирается иногда. Но ниточки в наборе короткие, так что тут как бы соблюден идеальный баланс. Вот такой вот чудесный Василий у меня получается. Расскажите, вышивали ли вы когда-нибудь синих котов, и нравятся ли вам вообще синие коты? А то я тут собираюсь целое видео про них снять, а еще ничего не спросила у вас. И что вы думаете? Она пришла с балкона и теперь с нетерпением огромным ждет, когда же я ей снова открою дверь, и она сможет пойти на балкон. Да, Басенька? Ну, а возвращаясь к вышивке, также покажу вам своего ковидеда. Я его придумала и вышила сама. Особенно вышила сама, конечно. Без этой информации куда же вы денетесь. Вот тут такой замечательный подарочек сделала из бисера, из как раз нового бисера Милхил, который заказала я с Украины. Зеленый бисер — это какой-то ноунейм из Беларуси. И вот такой вот чудесный ковидет в масочке у меня получился. У него также будет здесь девушка, потому что для меня это ковидет ведьмак. А девушка, естественно, будет Йеннефер. Но в моем исполнении, так что неизвестно, узнаете ли вы ее. Также хочу показать вам вот так я рисую схемы. Они вот такие странные и непонятные на максимум. Еще и не фокусируются. Зато Басе нравится, и поэтому она с ними обнимается. Вот так происходит творческий процесс. Стираешь, рисуешь и стираешь. И вот чья-то моська трясет камеру. Также покажу вам работу от Bent Creek. Это Бася. Она называется Snowman, Some Assembly Required, что в переводе на русский означает «снеговик», необходима сборка. По-моему, замечательная вышивка, очень легкая, очень приятная. Я вышивала ее ниточками белыми Diamond, которые мама нашла в белорусском магазине. И, ну, просто волшебная, чудесная работа получилась. Очень легко вышивается, невероятно приятно, всем рекомендую. Думаю, что она у меня пойдет на органайзер для вышивки зимний. Вот, такая вот чудесинка получилась. Ну и, естественно, Басина жопка, без нее мы никуда. Тудун-тудун, тудун-тудун, тудун-тудун. Кс-кс-кс-кс. Баська! Мяу! Не знаю, любите ли вы игрушки на пластике. Я, например, полюбила в этом году. И поэтому смотрите, что у меня тут в шотландских котах. Та-да-да-дан-та-дан! Пластиковые игрушечки. И одна деревянная. Покажу вам в следующем видео. Всем спасибо большое за просмотры. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, любите меня. Я тоже вас очень люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи.